Столица древней Османской империи Стамбул – это красивейший город с богатым наследием и прекрасными древними постройками и сооружениями. Однако раньше этот город назывался Константинополь и принадлежал Византии. Османы долгое время делали попытки завоевать этот город, но никто не мог прорвать осаду Константинополя. Мехмед II же поставил себе цель, что именно он станет тем султаном, которому удастся завершить это дело. Хотя по всем признакам он никак не мог стать султаном, он был третьим сыном своего отца, Мурада II. Двое его старших братьев имели большие шансы стать наследниками отца, поскольку они были рождены женщинами, принадлежащими к благородным семействам турков, а Мехмед был сыном, рожденным обычной рабыней. Поначалу его образованием даже никто не занимался. Все внимание падишаха было отдано старшим сыновьям. Однако первый сын султана скончался по неизвестным причинам, а второго султан сам приказал казнить. Вот тогда Мехмед и получил возможность стать следующим султаном. Для начала его направили в Амасию для получения опыта управления государством. Когда Мехмеду исполнилось 6 лет, султан дал ему распоряжение перебраться в Манису. Эта провинция считалась более других подходящей для получения государственных навыков. В помощь ему был назначен главный визирь султан Халил Паша. Мехмед был санджакбеем этой провинции лишь формально. На самом деле всем управлял визирь, а юный Шехзаде старался перенять его опыт. Отец Шехзаде, султан Мурад II, хоть и был отличным политиком и стратегом, все же его тяготила та власть и ответственность, которая давалась вместе с троном правителя. И он решил еще при жизни передать всю империю под власть своего сына и сделать того султаном, не дожидаясь своей кончины. Некоторые считают, что этому способствовали слухи, ходившие вокруг его сына. Существовала легенда, что еще до рождения Мехмеда ему была предсказана удивительная судьба. Якобы этого ребенка, рожденного женщиной, чье имя переводится как «райская птица», ожидают великие свершения. И Мурад сам хотел увидеть все это. К сожалению, первое правление Мехмеда не увенчалось успехом, так как в результате необдуманных действий 12-летнего подростка был спровоцирован бунт янычар. Поэтому Мураду пришлось вернуться к власти, чтобы урегулировать все проблемы, возникшие по вине его отпрыска. Поскольку Мехмеда никто с самого начала не воспринимал как наследника, то неудивительно, что главными его пристрастиями оказались развлечения и женщины. Поэтому султан решил поступить так, как поступают все родители, желающие, чтобы их сын повзрослел. Он женил сына на девушке, лицо которой новоиспеченный муж увидел только после свадьбы. Как оказалось, его жена была совсем не красавицей. Мехмед даже не мог поначалу ввести ее в свой гарем, но потом, неожиданно для всех, через несколько лет султан скончался, и уже во второй раз правителем стал Мехмед II, но уже не формально, а по-настоящему. Первым делом по восшествии на престол он отдал приказ казнить главного визиря Халила Пашу, а также своего младшего брата. Братоубийство во время правления османских султанов считалось разрешенным, хотя этим правилом пользовались не так часто. Именно Мехмед II стал основателем закона, в котором каждый новый султан мог лишить жизни своих единокровных братьев, дабы те не могли оспорить свое право на трон. Несколько претендентов на место султана могло стать причиной бунтов и распри среди янычар и других коалиций, поддерживающих султана. В дальнейшем все потомки из династии османов стали без малейших угрызений совести пользоваться своим правом убивать братьев, даже еще нерожденных. В возрасте 21 года Мехмед II смог покорить Константинополь, который переименовали в Стамбул. И именно здесь с того момента было сердце всей Османской империи. Обосновавшись в новой столице, султан планировал дальнейшее расширение границ своих владений.
На удивление, он довольно мало времени проводил со своими наложницами и женами в гареме, и объяснялось это его предпочтением в любви. Султан Мехмед Завоеватель больше всего любил посещать гарем, состоящих из молодых красивых мальчиков и юношей, а не свой женский гарем. Официально однополая любовь у мусульман подвергалась осуждению, но вот в реальности она встречалась довольно часто. Известен один случай, произошедший во время взятия Константинополя. Султан послал начальнику города ультиматум. Он пообещал быть милостивым городу, если городоначальник отдаст своего юного сына султану для сексуальных утех. Получив в ответ отказ, султан рассвирепел и приступом взял город. Практически все население было убито. Градоначальника и всю его семью показательно казнили. Если бы Натар, градоначальник Константинополя, не любил бы так сильно своего сына, то все могло сложиться по-другому. Ведь султан любил и баловал своих любимчиков в мужском гареме. Даже по-своему был к ним привязан и помогал им благоустроить свою жизнь. Однако не каждый родитель сможет пожертвовать своим сыном, пусть даже на кону стоит жизнь множества других людей. Гомосексуализм был довольно распространенным явлением среди османских султанов. Многие из них предпочитали ласки молодых людей вместо любви женщин. У турков даже были своеобразные пособия для этих целей. Назывались они бахнаме. В этих книгах рассказывались как особенности традиционного секса, так и нестандартного, с детальным описанием поз и изображенными иллюстрациями. Почему же султан Мехмед II стал предпочитать мальчиков вместо женщин? Возможно, все дело в том, что он не был доволен текущим положением своих дел. Ведь еще до вступления на престол он увидел на невольничьем рынке красивую девушку, рабыню, христианку и влюбился. И вопреки всем традициям и обычаям женился на ней. Некоторые считают, что он сознательно сделал это, чтобы досадить своему отцу. Султану Мураду это не очень понравилось и шло вразрез с укладом их жизни и всеми правилами. Чтобы заставить сына остепениться, он подыскал ему другую жену и без согласия сына женил его. А новая жена была отнюдь не красотка. Может, именно это и заставило Мехмеда II пересмотреть свое сексуальное предпочтение, особенно после того, как он стал султаном и его слово было законом для всех.